Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши отзывы, пожелания, за участие в жизни канала. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы в принципе работали, да, но вот именно с таким цветом, с такой палитрой еще узорчиков не было. Ну и с новым узорчиком. Итак, смотрите, новички, кто еще не знает эти ниточки, называются они Alize, Angora Gold, Simli. Идем дальше. Здесь получается моточек 100 грамм, в 100 граммах находится 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% это шерсть и 5% это металлик. Вот металлическая ниточка, видите, как блестит. Нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Меня в принципе все устраивает. Вы точно так же берете свою пряжу, не только такую, какую показываю я, а именно свою пряжу, да, и самое главное, правильно подбираете к ней крючок, чтобы у вас все получилось. Так, пока не забыла, назову вам цвет ниточек. Цвет ниточек, смотрите, 168. Очень интересный цвет. На камеру передается как серый, но он что-то между светло-бежево-серым. Какой-то вот такой вот интересный. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 10 петелек. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка отличного качества, хорошо читается. И те, кто умеет работать по схемке, смотрите на схемку, вяжите. Те, кто не умеет, повторяйте за руками. Ничего сложного, да? Можете сопоставлять провязанное со схемкой и сразу же поймете, где воздушная петелька, где какие столбики. И так научитесь вязать по схемкам. Итак, раппорт узорчика 10 петелек. Я наберу 3 раппорта, 30 получается воздушных петелек. И 3 петельки дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого я набираю 33 воздушные петельки. Вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет удобно. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как и многих узорчиках, да, я делаю вспомогательный ряд, как бы полезно для новичков, чтобы не запутались в воздушных петельках. Мы провяжем столбики с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Накид. По порядочку в следующую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем опять столбик с накидом. Наша с вами задача провязать вот так вот столбиками с накидом всю цепочку. Для того, чтобы мы в дальнейшем, когда будем работать с узором, мы в столбиках, верхушках столбиков не запутаемся. А в воздушных петельках новички могут запутаться. Опытные мастерицы могут пропускать данный ряд, да? Итак, смотрите. Мы должны с вами будем провязать ровно столько петелек, получается, ровно столько столбиков, сколько у нас воздушных петелек. То есть, если у меня 33 воздушные петельки, я должна буду провязать 33 столбика с накидом. И не забывайте, первые 3 петельки подъема это столбик с накидом, имитация. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петелек. Получается, я провязала, вот у меня уже 7 столбиков с накидом. Давайте до конца ряда самостоятельно провяжите. В конце ряда встретимся. Хорошо? Несложно? У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Далее приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. И в следующий столбик, вот по порядочку следующий столбик, мы провязываем столбик с накидом. Есть. Накид. В следующий столбик по порядку провязываем столбик с накидом. Есть. Вместе с 3 петельками подъема у нас получается, что это 3 столбика с накидом. Мы столбиками будем начинать и заканчивать наш ряд. Идем дальше. Воздушная петелька, накид. Пропускаем в нижестоящем ряду 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й нырнули,
провязали 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же, именно в эту же верхушечку, 2. И сюда же 3. Вот, 3 столбика с накидом. Далее сделали одну воздушную петельку, накид, и опять сюда же возвращаемся в верхушку этого столбика и провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. У нас с вами сформировался вот такой вот веерочек. Угу. Дальше воздушная петелька. Пропускаем 3 столбика. Раз, 2, 3. В четвертый нырнули и провязываем столбик с накидом. Раз. Следующий по порядку столбик, столбик с накидом 2. И следующий по порядку столбик, столбик с накидом 3. То есть получается те самые 3 столбика, которые мы провязывали в самом начале. То есть дальше будет повторение. Воздушная петелька. Пропустили 3 столбика. Раз, 2, 3. В четвертый нырнули. Провязываем опять веерочек. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. Воздушная петелька. И опять возвращаемся сюда же, в этот же столбик, и провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, 2 и 3. И у нас получается еще один вот такой вот маленький, да, веерочек. Видите? Маленький, несложненький. Все. И дальше опять повторение. Воздушная петелька, 3 столбика пропускаем. С четвертого провязываем по порядку 3 столбика с накидом. Раз. Следующий столбик, столбик с накидом 2. И в следующий столбик, столбик с накидом 3. И так далее до конца ряда. Договорились? Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Ничего сложного, да? Как мы закончили ряд? 3 столбиками с накидом. То есть мы после веерочка пропустили 3 столбика. И вот у нас 3 столбика, да? Провязываем столбик с накидом. Последний столбик мы провязали вот в третью петельку подъема. Несложно, да? Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. А теперь будьте внимательны. Смотрите, делаем накид. И вот наш второй столбик. Так, мы провязываем его не за верхушку. Смотрите, сделали накид. Заводим крючок за столбик. Вот таким вот образом. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2, 2. Получается рельефный лицевой столбик с накидом. Видите, он как бы немножко выпуклый. Накид. Следующий столбик, третий, провязываем как обычный столбик за верхушечку. Просто беремся и провязываем столбик с накидом. Здесь ничего сложного. Дальше воздушная петелька. Теперь мы с вами перепрыгиваем вот на серединку нашего веерочка. Там мы делали воздушную петельку. И в эту воздушную петельку провязываем в начале 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Далее делаем воздушную петельку. Есть. И возвращаемся сюда же в эту же арочку и провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. И сюда же 3. То есть у нас получается точно такой же идентичный веерочек, как был в первом ряду. Видите? Вот. Веерочек точно такой же веерочек. Дальше воздушная петелька. Теперь у нас идут 3 столбика. Раз, 2, 3. Первый и последний провязываем как обычные столбики с накидом. Тут без изменений. А вот центральный столбик, смотрите, опять накид. Захватываем столбик вот так вот сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Опять провязали рельефный лицевой столбик с накидом. То есть вот такой вот небольшой рельеф, небольшой объемчик. И последний столбик точно так же, как обычный столбик с накидом. Поняли, да? То есть получается, по сути, мы повторяем предыдущий ряд. Единственное, что центральные столбики вот эти у нас будут именно рельефные. Все, а также все то же самое. Опять воздушная петелька. Вот наш веерочек. В арочку нырнули, там, где воздушная петелька. И провязали точно такой же веерочек. Раз, 2, 3 столбика с накидом. Далее воздушная петелька. И опять сюда же вернулись. И провязали еще 3 столбика с накидом. Скажите, вообще не сложно, да? Раз, 2, 3. Все, опять над веерочком наш веерочек.
Здорово. Воздушная петелька. Давайте еще раз столбики вместе провяжем. Первый столбик обычный, столбик с накидом. Провязываем за верхушку столбика предыдущего ряда. А вот второй столбик накид. Захватили столбик сзади наперед. Вот видите, столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с накидом. Последний столбик обычный. Все, ничего сложного. И вот так вот вы провязываете до конца ряда. Понятно? Давайте в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот такая у нас красота начинает получаться. Как мы закончили наш ряд. Точно так же 3 столбика. Первый обычный, второй рельефный лицевой столбик с накидом и третий столбик в третью петельку подъема. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. А теперь для того, чтобы сохранить нашу рельефность, мы вот наш этот вот центральный столбик будем провязывать тоже рельефным. Но в данном ряду он будет рельефный изнаночный. Там был рельефный лицевой, а здесь рельефный изнаночный. Мы столбик захватываем вот таким вот образом. Видите? Столбик у нас получается находится за крючком. Так, сейчас возьму аккуратненько, чтобы не зацепить рядышком столбик. Вот, столбик за крючком. Вытягиваем ниточку аккуратненько и провязываем точно так же по 2 петельки. 2, 2. Все, рельефный изнаночный столбик с накидом. Накид. Следующий столбик провязываем обычным столбиком с накидом. Есть. Воздушная петелька. Перепрыгиваем опять в сердцевинку вот нашего веерочка, да, там где арочка, и провязываем точно такой же веерочек. 3 столбика с накидом в начале. 3. Теперь воздушная петелька. И опять сюда же вернулись. Опять 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. И сюда же 3. Все, у нас веерочки будут все время одинаковые. Видите, друг над дружкой они все время будут одинаковые. Воздушная петелька. Здесь тоже первый и последний столбики одинаковые, только будут меняться рельефные столбики. То есть в данном случае, как понять, да, какой провязывать столбик? Видите, вот такая вот горизонтальная полоска формируется. Значит, этот столбик у нас изнаночный рельефный. То есть мы провязываем вот так вот, чтобы сохранить рельефность, тоже изнаночный рельефный столбик. Точно так же захватываем, провязываем по 2 петельки. Все, и последний столбик у нас с вами обычный. Поняли, да? То есть получается, веерочки точно такие же, так? А вот столбики будут отличаться. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, наши веерочки готовы. Вообще ничего сложного, согласитесь, да? И закончили ряд мы точно так же. Вначале у нас идет столбик с накидом, обычный, потом рельефный изнаночный столбик с накидом и столбик с накидом в третью петельку подъема. 3 петельки подъема, поворот. Здесь, получается, мы все наши столбики центральные будем провязывать как рельефные лицевые. Точно так же захватываем сзади наперед, вы уже умеете, да, провязывать. И провязываем лицевой, рельефный лицевой столбик с накидом. Последний столбик у нас обычный столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять провязываем над веерочком веерочек. Тут вообще ничего сложного. 1, 2, 3. Воздушная петелька. 1, 2, 3. Все, вот наш веерочек. Тут все без изменений. Воздушная петелька. Дальше столбик с накидом. Видите, да, что здесь рельефный лицевой, он смотрит на нас. А сзади, получается, формируются наоборот такие вот полосочки. Итак, рельефный лицевой. Вы уже умеете провязывать столбик с накидом. И опять обычный столбик с накидом. Вы поняли, да? То есть получается, по сути-то, один и тот же ряд мы повторяем. Единственное, что просто рельефные столбики провязываем в одном случае лицевом, в другом ряду получается изнаночный. И все, ничего сложного. Как вам? Самостоятельно справитесь? Давайте увеличим образец несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получается. Получится очень даже оригинально и красиво. Все, встречаем с чернецкой рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Узорчик, смотрите. В столбиках рельефный, да? А так в обычные веерочки ничего особенного, но вроде оригинально. Узорчик, смотрите, у нас получается односторонний. С этой стороны столбики смотрят центральный, да?
Они как бы наоборот вогнутые, с этой стороны не выпуклые. То есть вот, пожалуйста, красота, красота. Из моей пряжи получается узорчик тянется вот таким вот образом. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. То есть смотрите, пробуйте, экспериментируйте. Ну, конечно, если из этой пряжи, то идеальный узорчик для палантина, да? Палантин, кофточка, жилетка, возможно, кардиганчик. Не забывайте узорчик поворачивать. Веерочки могут смотреть вниз, да? Краешек у вас может быть волнистым, так? Ну, либо, если вам нравится, веерочки могут смотреть наверх. Если это летняя пряжа, то, естественно, это топики, маечки, это юбочки, это парео, да, пляжные, это тунички и так далее, и так далее. То есть пробуйте, экспериментируйте. Из толстой пряжи тоже будет очень интересно смотреться. Такие будут большие веерочки, большие столбики. Давайте замерим нашу сегодняшнюю красоту. Итак, получается, если моя пряжа, моя плотность вязания, да, моя рука, мой крючок, это у меня получается 33 воздушные петельки, это 15 сантиметров. То есть у вас может быть плотность другая, в зависимости от пряжи, от крючка, от вашей плотности вязания, поэтому обязательно перед вязанием изделия провязывайте образец. Ну и здесь получается вообще ничего сложного, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 рядочков я провязала, и первый ряд наборный у нас 11. Возьмем за самую верхнюю точку. Это получается, смотрите, 11 сантиметров. То есть каждый ряд по сантиметру. Вообще не сложно, да? Узорчик, конечно, не новый. Возможно, вы из него что-то уже вязали, поэтому рассказывайте, какими ниточками, что вязали, что у вас получилось. Нам будет интересно почитать. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Заглядывайте в плейлисты на моем канале. Там много-много-много различных узорчиков. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.